Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Я продолжаю цикл видео по вязанию игрушек малыши-пухляши на основе одной схемы. Мы с вами связали уже мышек и кошечек из этой серии, а сегодня я хочу вам показать двух зайчиков. Оба они молочного цвета. Зайчик-мальчик в фиолетовом свитере, а зайка-девочка в зеленом платье. В этом видео я вам покажу, как вяжутся только отличительные детали именно для зайчиков. Это ушки и хвостик. А также, как пришить эти детали к игрушке и вышить носик и ротик. А как связать тело и одежду для них, вы можете посмотреть в мастер-классе про мышек-пышек. В первой части я подробно показала и рассказала, как связать тело, как вязать в него ручки и вставить глазки. А во второй части я довязала одежду, платье для девочки и свитер для мальчика. Ссылки на обе части я оставлю под видео. Тело и одежда зайчиков полностью идентичны телу и одежде мышек, за исключением цветов и наименования пряжи. Для зайчиков я использовала акриловую пряжу, но не Yarn Art Elite, а Yarn Art Baby. По толщине нитки одинаковые, поэтому разницы в размерах готовых игрушек нет. Итак, начнем вязать. Как вязать зайчиков я покажу на примере зайки-девочки. Я заранее связала тело и платье. Для платья я использовала два цвета. Основной цвет светло-зеленый, а последний ряд юбки и воротничок платья я вязала пряжей темно-зеленого цвета. Мне кажется, так платье выглядит симпатичнее. Сначала свяжем ушки для зайчиков. Одно я уже подготовила. Вот так оно выглядит. Свяжем второе ушко вместе. Берем пряжу основного цвета, у меня это молочный, и крючок 2 мм. Накидываем пряжу на палец, чтобы сделать кольцо амигуруми. Провязываем одну воздушную петлю и набираем 6 столбиков без накида в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем второй ряд 6 прибавок. То есть в каждую петлю предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида. Третий ряд. 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Теперь вяжем 5 рядов по 15 столбиков без накида в каждом. Девятый ряд. 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 3 раза. И вяжем 5 рядов по 12 столбиков без накида в каждом. В конце делаем один соединительный столбик. Все, связали
Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания ушка к голове игрушки. Вытягиваем ниточку. Вот такое ушко получилось. Я его наполнителем не набиваю. Теперь у нас есть два ушка. Займемся хвостиком. Берем пряжу опять основного цвета, у меня это молочный, и крючок 2 мм. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем второй ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Третий ряд 9 столбиков без накида подряд. В конце делаем 1 соединительный столбик. Все, хвостик готов. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания этой детали к телу игрушки. Я такую маленькую деталь не набиваю наполнителем. Таким образом, у нас с вами готовы все детали для будущей игрушки. Мы связали полностью готовое тело. У нас есть два ушка и хвостик. Займемся сборкой игрушки. Пришьем эти детали к телу. Присоединим хвостик английскими булавками к телу игрушки. Сзади, посередине, непосредственно под платьем. И начнем пришивать. Ниточку вставим в иглу. Пришивать будем следующим образом. Будем захватывать петельку тела и петельку последнего ряда хвостика. Затягивать ниточку. И так будем действовать по кругу, пока не пришьем весь хвостик. Вот мы пришили хвостик, английские булавки убираем. Теперь ниточку необходимо закрепить и спрятать внутри игрушки. Для этого делаем узелочек, вводим иглу в основание узелка, выводим подальше. Натягиваем ниточку, чтобы узелок ушел внутрь, и прячем хвостик. Обрезаем. Вот таким образом мы пришили хвостик игрушки. Теперь займемся ушками. Присоединим ушки английскими булавками по бокам головы игрушки. Я это делаю на глаз. Вот так примерно они должны располагаться. Теперь начнем пришивать. Вставляем хвостик от ушка в иглу и будем пришивать так же, как и хвостик. Захватывать петельку головы и петельку последнего ряда ушка. Пришиваем по прямой линии сначала с одной стороны, а потом с другой стороны.
Вот мы пришили ушко с одной стороны, переходим на другую сторону. Одно ушко пришито. Ниточку пока не закрепляем и не прячем внутри детали. Пришьем второе ушко. Убедимся, что они присоединены ровно. Только после этого будем закреплять и прятать обе ниточки. Также пришиваем второе ушко. Вот мы пришили второе ушко. Английские булавки убираем. Проверяем на симметричность. Все хорошо. Можем делать узелок и прятать ниточку. Вводим иголочку в основание узелка и выводим подальше. Натягиваем ниточку так, чтобы узелок ушел внутрь, и прячем хвостик. Обрезаем. То же самое делаем со вторым хвостиком. Ушки пришиты. Теперь их можно загнуть так, как нам нравится. Ну и осталось нам только вышить носик и ротик розовой пряжей. Вставляем розовую пряжу в иглу и вводим иглу где-нибудь сбоку в тело игрушки, а выводим под глазками на один рядок пониже. Хвостик необходимо оставить снаружи. Теперь вышиваем носик. Для этого делаем несколько стежков розовой пряжей, отступив 1, 2, 3 петельки в бок. Вот мы вышили носик. Теперь вставляем иглу сбоку носика и выводим ее посередине под носом. Вот таким образом. И оформляем ротик. Опускаем нить на несколько рядочков вниз. Вводим туда иглу, а выводим ее в том месте, где у нас первоначальный хвостик. Все, вышили мы носик и ротик. Теперь два хвостика необходимо соединить друг с другом двумя узелочками. И будем прятать ниточки. Для этого вводим иглу в основание узелочка, выводим подальше, натягиваем ниточку, узелок ушел внутрь, еще раз вводим в тело, выводим в другом месте. Этот хвостик можно обрезать. Теперь прячем второй хвостик. Вставляем его в иглу. Вводим иглу
основание этой ниточки выводим подальше. Немного натягиваем нитку и обрезаем. Вот мы и вышили носик и ротик зайчику девочки и полностью закончили с ней. Точно так же мы оформляем зайчика мальчика. Вяжем для него ушки, хвостик, пришиваем их к игрушке и вышиваем носик и ротик. На этом сегодня все. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!